Миллионы паразитов убивали взрослого льва. Только посмотрите, что сделал этот мужчина. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Даниэль, рейнджер национального парка Амбасели, вытер пот со лба, хотя солнце лишь начинало подниматься над горизонтом. Жара кенийской саванны не знала пощады даже ранним утром. Утренний обход был для него привычной обязанностью, которую он выполнял на протяжении более 15 лет. За это время он стал свидетелем рождения новой жизни и видел страшные следы браконьерства. Но он даже не подозревал, что этот день изменит его жизнь. Двигаясь вдоль окраины парка, где дикая природа соприкасалась с человеческими поселениями, Даниэль был особенно настороже. Именно в этих местах чаще всего возникали конфликты между людьми и животными. Внезапное движение в кустарнике привлекло его внимание. Когда он увидел очертания крупного хищника, кровь застыла в его жилах. Лев, так близко к деревне, означал смертельную угрозу для местных жителей. В таких ситуациях обычно приходилось усыплять зверя и перевозить обратно в парк, а иногда решения принимались и более жесткие, если животное уже нападало. Даниэль осторожно приблизился, сдерживая дыхание и избегая резких движений. Опыт многолетней работы с дикими кошками подсказывал ему, как нужно себя вести, но адреналин все равно гнал кровь по жилам. Чем ближе он подходил, тем яснее понимал, что с этим львом что-то не так. Величественный зверь едва держался на ногах, его тело превратилось в изможденный остов, а грива свисала грязными клочьями. Глаза животного не излучали ярость, в них таились лишь боль и бесконечная усталость. «Что с тобой случилось?» — прошептал Даниэль, зная, что не получит ответа. Лев не проявлял агрессии, но казался настолько слабым, что мог упасть в любую секунду. Рейнджер принял решение, противоречившее протоколам, но продиктованное сердцем. В джипе у него был запас свежего мяса для приманок, и он решил накормить зверя. Медленно вернувшись к машине, он достал большой кусок мяса и, сдерживая волнение, отнес его к льву. Хищник сначала не двигался, его глаза скользили от куска мяса к человеку, будто он пытался взвесить риск. Но инстинкт выживания пересилил, и лев, пошатываясь, подошел и начал есть. Он ел жадно, но без обычной для львов силы. Каждое движение челюстей давалось с трудом. Даниэль воспользовался моментом, чтобы рассмотреть животное ближе, и то, что он увидел, вызвало в нем ужас. Тело льва было буквально облеплено гигантскими клещами, особенно вокруг живота и шеи. Они не только пили его кровь, но и переносили смертельные болезни, вызывавшие сильную анемию и слабость. Некоторые паразиты набухли до размеров виноградины и приобрели серый оттенок. Кожа вокруг укусов воспалилась и покраснела. Но самое страшное открытие ждало впереди. На боку льва зияла рана, и в ней копошились личинки мух. Белые червеобразные создания разъедали живую плоть, углубляя повреждения. Даниэль сжал кулаки от жалости и отвращения. Хищника заживо пожирали изнутри и снаружи. Он достал телефон и, с трудом сдерживая волнение, вызвал мобильную ветеринарную бригаду. К счастью, ближайшая группа находилась неподалеку и обещала прибыть в течение часа. Даниэль оставался рядом, наблюдая, как лев, насытившись, лег на землю, едва дыша от усталости. Время тянулось мучительно долго. Несколько раз ему казалось, что зверь умирает, и он подходил ближе, чтобы убедиться, что дыхание еще есть. Наконец появился фургон с эмблемой ветеринарной службы. Врачи действовали быстро. Лев был усыплен транквилизатором, и команда начала обследование. Доктор Лейла подтвердила худшие опасения. Животное находилось в критическом состоянии. Обезвоживание, истощение, анемия, зараженные раны.
Она с ассистентами методично снимала клещей щипцами, укладывая их в контейнер для исследований, одновременно ставя капельницы и вводя лекарства. «Смотри сюда», — сказала Лейла, показывая Даниэлю след за плечом льва. Это была пулевая рана. С помощью портативного ультразвука она обнаружила, что пуля застряла глубоко в мышцах рядом с костью. Лейла приготовила инструменты и почти час работала над извлечением металла, пока, наконец, пуля не упала в металлическую миску со звоном. Льва перевезли в реабилитационный центр внутри парка. Для Даниэля начался новый этап — недели ожидания и надежды. Он каждый день навещал зверя, лежавшего без сил на мягкой подстилке в вольере. Первые дни были критическими, но Даниэль не покидал животное, сидя рядом и рассказывая истории тихим голосом. На третий день лев впервые самостоятельно съел кусок мяса, на 5-й сделал первые шаги. Через 2 недели кровь пришла в норму, кожа очистилась, силы начали возвращаться. Даниэль приносил ему лучшее мясо из окрестных ферм. Между ними возникла странная связь. Лев узнавал запах рейнджера, подходил к ограде, в его взгляде иногда мерещилась благодарность. Месяцы реабилитации превратили измученное создание в настоящего царя зверей. Грива снова стала густой, мышцы окрепли, глаза засияли уверенностью. Через полгода ветеринары признали его готовым к возвращению в дикую природу. За день до выпуска Даниэль долго сидел возле вольера, наблюдая, как зверь нервно ходит туда-сюда, вдыхая запахи саванны. «Завтра ты снова будешь свободен», — прошептал он. Для выпуска выбрали район, где недавно заметили прайд без самца. Идеальное место. Во время перевозки животное рвалось из клетки, рычало, чувствуя свободу. Когда клетку открыли, лев медленно вышел, огляделся и вдруг посмотрел прямо на Даниэля. На миг показалось, что в этом взгляде была благодарность. Затем он развернулся и растворился в высокой траве. С того времени прошел год. Даниэль продолжал службу, но часто думал о хищнике. Иногда он ездил к тому району, надеясь увидеть следы. От местных и коллег доходили слухи о крупном льве со шрамом. Однажды сказали, что видели его с 2 львицами. А затем, во время очередного патруля, Даниэль заметил в бинокль прайд под акацией. Его сердце замерло. Среди львиц и игривых львят лежал тот самый лев со шрамом. Животное подняло голову, встретило взгляд рейнджера и медленно подошло ближе, остановившись в нескольких метрах. В его глазах не было ни агрессии, ни страха, только молчаливое признание. Один из львят подбежал к отцу и схватил его за хвост. Лев бросил последний взгляд на Даниэля и вернулся к семье. Рейнджер, не скрывая улыбки и слез, понял, что именно ради таких мгновений стоила вся его тяжелая работа. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.